Привет, друзья! Как у вас дела? Как настроение? Сегодня мы сидим в беседке и, видимо, какой-то херней будем заниматься. Всем привет! Друзья, всем привет! Привет всем, друзья! Ребята, я не знаю, как мы сегодня назовем наше сегодняшнее видео, но суть такая. Мы сегодня приехали на дачу, чтобы создавать уют вот здесь вот на нашей полузакрытой веранде. Друзья, если вы заметили, у нас офигенные проблемы с освещением. Сегодня это нужно будет само собой исправить. Дальше, за нашей стеной абсолютно белая, голая больничная стена. Это, конечно, здорово, потому что она обшита имитацией бруса. Имитация бруса — это вообще самая бомба, что можно выбрать для обшивки стен. Но она очень скучная. Сегодня ее нужно будет обязательно разукрасить, обязательно сделать там что-то уютное. И, конечно, последнее, нам нужно будет все это дело настроить. Настроить звук, настроить свет, настроить камеру, потому что вот здесь вот сейчас, пока зима, пока стройки нету, ребята, вы уж нас простите, но мы будем с вами очень часто встречаться. Я уже думаю, вы догадались, о чем идет речь, поэтому давайте не будем тянуть кошку вот эту соседскую за хвост и давайте сделаем что-нибудь полезное. Значит, друзья, у Юльки сегодня спецзадание. Для этого ей нужен вот такой вот кусок старого картона. Хотя нет, это фанера, но, наверное, самая тонкая, какая только была. А я сейчас сделаю полочки. Есть у нас вот такие вот уголки. Уголки из Икеи, уголки уже повидавшие, все, что только можно. Раньше они висели на веранде. На веранде у нас будет ремонт в этом году, поэтому понятное дело, что они там не нужны. Ну и сами полки, друзья, наверное, я постараюсь сейчас сделать вот из этой обрезной доски. Это доска дюймовка. Сейчас я ее отштукатурю, отшлифую. Ой, простите, какой штукатурю? Отштукатурю. Да, Юлька, блин, вообще опять... Короче, ребята, вот смотрите, обрезная доска дюймовка, сейчас ее нужно отшлифовать, сейчас ее нужно снять с нее мохнатку и сделать более-менее божеский вид. Вот чем давайте и займемся. Зараза такая, иди уже начинай делать эту фигню. Зараза-то, не сглазь. А сегодня я постараюсь сделать доску, на которой можно будет писать мелом. К сожалению, грифельная краска стоит достаточно дорого, но в интернете очень много способов, как сделать ее своими руками. И для этого нам потребуется обычная акриловая матовая краска и лайфхак – затирка для плитки. Буквально на днях мы закончили ремонт в нашей спальне в квартире, и у нас осталось достаточно много затирки для плитки. Антон, конечно, не решается еще выкладывать это видео в интернет, но я думаю, что я его скоро уговорю. Друзья, посмотрите, как изменился цвет краски в банке после того, как я ее тщательно перемешала. Вот такой она была изначально, когда мы вскрыли, и вот смотрите, какая она уже получается. А зимой вообще это самое важное, что нужно делать, перемешивать очень-очень тщательно. Сейчас этой краской мы покрасим вот эти вот рамочки, которые у нас все лето провалялись в беседке, мы только сейчас их нашли. Но хочется сказать, что цвет оливка – это будет не окончательный цвет этих рамочек, нам еще предстоит с ними работа.
Утро опухшего пчеловода, друзья. Ребята, мы вчера не успели все показать. Юльку нужно было срочно эвакуировать в Шереметьево, поэтому сейчас я быстренько до конца вам расскажу, что мы не успели и на чем мы закончили. Ну что, друзья, вот так вот получилось у нас небольшой уютик. Для чего это нужно? Это нужно для того, что теперь у нас есть фон. Давайте даже сделаем еще проще. Ну вот, друзья, обратите внимание, теперь за моей спиной появился фон. То, ради чего, собственно, мы вот это все здесь и делали. Для чего это нужно? Все очень просто, друзья. Я сейчас бегу готовить самое шикарное блюдо, которое только можно приготовить на костре в казане. Ну, по крайней мере, из тех блюд, которые пробовал я. Но я вам это показывать не буду. Знаете почему? Правильно. Потому что, друзья, Юлька не разрешает мне выкладывать видео про готовку на этом канале. И в чем-то она, честно говоря, права. Мы, друзья, мы очень любим своих подписчиков, и понятное дело, что человек, который пришел на наш канал из-за каркасной стройки, ему абсолютно до фонаря, как правильно резать лук, кольцами либо полукольцами. Ему не интересно смотреть про видео про готовку, а нам, друзья, очень интересно. Я вообще не представляю, как можно приехать на дачу и ничего не приготовить, потому что лично для меня стоять вечером после тяжелого трудового дня возле мангала – это самый настоящий отдых. Все, с появлением второго канала эта проблема решена. Здесь, как и всегда, у нас будет стройка, здесь у нас будут поделки, DIY, может быть даже огород и, само собой, стримы там и так далее. На нашем втором канале мы будем выкладывать домашние рецепты. Мангал, казан, коптильня, самогон, само собой самогон и какие-нибудь домашние соленья. Все. Человеку, которому интересна стройка, вот, пожалуйста, этот канал. Человеку, которому интересна готовка и все такое, вот, пожалуйста, второй канал. Ссылка, которая, естественно, будет в описании, друзья. Ну, а человеку, который просто нас смотрит, потому что ему нравится смотреть, какая мы веселая пара с Юлькой, вам вообще, ребята, супер. Теперь у нас второй канал, а это значит, что в 2 раза больше видео, а это значит то, что мы будем в 2 раза чаще встречаться. Вот и весь секрет. И само собой, друзья, что на первом, что на втором канале, главное это семья и позитив. Так что смехуёчки никто не отменял. Это самое главное, это самое основное, для чего мы это все снимаем. А стройка это все временно, готовка тоже. А самогон, бабушка говорит, вообще завязывай, мне страшно уже в последнее время на тебя смотреть. Все, друзья, спасибо, что досмотрели до конца. Все ссылочки в описании, само собой. Кому нравится, не нравится, пишите лайки, дизлайки. Все как обычно, короче. Самое главное, не забывайте про колокольчик. Не забывайте 2 раза нажать на колокольчик, потому что ходят слухи, то, что YouTube в последнее время что-то стал глючить. 2 раза, чтобы колокольчик поменял свой цвет. Пока!